Снимаю опасное видео для жизни. Chief Keef, Chief Sosa, Big Gucci Sosa. Вы 100% слышали про этого господина, тем более учитывая, что сейчас он почему-то набирает значительную популярность на территории России. Какие-то мемы про чефир, кефир, мэшапы, в частности вот этот. Дора, добавь меня в друзья, умоляю. Неоднозначный фит у Арни, который породил кучу спекуляций, но все равно добавил к популярности шефа. Постепенно, по ряду разных причин, Chief Keef становится здесь около культовой личностью, как когда-то он почитался в Америке в 2012 году. Да, мы снова отстали на 10 лет. Но у меня ненароком возникает ощущение, будто никто и не знает, почему он вообще стал известен. Отец дрила в 16? Один из самых трушных гангстеров своего времени? Об этом знают только посвященные, а для других его культовость держится только лишь на постоянных упоминаниях его имени среди наших артистов и на творчестве десятилетней давности, когда он смог стремительно взлететь ввысь. Это наследие и по сей день слушают по всему миру, вот только где сейчас Chief Keef? Он ведь уже давно не гремит на весь мир с новинками, а все эти слушатели — это результат огромной дискографии и вот этих хитов. Ему всего 28 лет, еще ведь совсем молодой. Вот только в свои 28, по вкладу в хип-хоп он уже давно стоит вместе с легендами, которым за 50. Разница здесь в том, что пока эти пердуны тужатся, чтобы навалить как в былые времена... Господи, кто пропустил эту обложку? Или попытаться сделать что-то, упаси боже, хайповое, Chief Keef полностью отверг рэп-игру и начал делать что-то совершенно уникальное и необычное. Необычное настолько, что вот эти ребята, вот эти столпы экспериментального хип-хопа, это на самом деле вполне понятная и доступная музыка. Я Роши, это мой канал, и сейчас мы поговорим про то, как Chief Keef записал один из самых странных экспериментальных рэп-альбомов. Но перед этим подпишитесь на мой телеграм, где я пишу писульки про музыку и в принципе не даю забыть о моем существовании. А то, вы видите, как часто выходят ролики. Ссылка под видео. История хайпа Chief Keef вполне себе закономерна. Пацан с 12 лет горел рэпом, уже тогда записывал треки, постепенно обретал локальную известность в родном Чикаго благодаря уникальному голосу, таланту и харизме, и в конечном итоге его заметил дядя Канье. Он делает ремикс на уже ставший местной легендой трек I Don't Like и еще в дальнейшем позовет Chief Sosu записать один из величайших фитов на свете. Канье Вест, прости меня, пожалуйста, за то, что я негативно высказался об альбоме Yeezus в своем самом популярном ролике на канале. Я был очень глуп и неправ, вот мое видео извинения. После ремикса Chief Keef'ом начинает интересоваться огромный лейбл Interscope, на который, к слову, подписаны одни из самых больших артистов планеты. А если вы вдруг не знали, Chief Keef'у тогда было 16 лет. Он без раздумий подписывает контракт стоимостью $6 миллионов и выпускает один из самых важных альбомов десятых годов. Почему этот альбом оказался так важен? Все просто. Drill. Finally Rich стал первым дрилл-проектом, который смог просочиться в мейнстрим и, следовательно, потянул за собой представителей на тот момент локального явления. Как и у любого трэп-поджанра, здесь нужно вслушиваться в мелочи, чтобы понять, чем же дрилл отличается от любых других пуков на 808-х. Если попытаться перечислять что-то конкретное, то для него характерны громкие синты, такая общая чрезмерная напыщенность, часто используются оркестровые струнные и духовые, а ударка звучит как лоботомия, благодаря хэтам, который пробивает дыру в твоей голове словно дятел. Например, до Chief Keef'а был Waka Flocka Flame, звук которого уже был максимально приближен к дриллу, типа... Затем, после Waka Flocka и его продюсера Лекса Люгера, появляется Chief Keef и продюсер Young Chop, которые доводят этот звук до абсолюта и создают Chicago Drill. Какое-то время это слово будет ассоциироваться со своим отцом и, собственно, городом Чикаго. Но спустя несколько лет сынишка Big Gucci Sosa доберется до Британии и полюбит там грайм. Таким образом, у дрилла и грайма рождается UK Drill. Сейчас он вообще везде, мне кажется, даже объяснять не стоит, в чем заключается его характерная особенность. Достаточно просто сделать... Я об этом говорю, потому что сейчас, когда люди слышат слово drill, в голове всплывают вот эти образы, British читка и скользящие вуп-вуп басы. Лишь изредка кто-то подумает, что речь идет про Chief Keef'а и его компанию, хотя именно он ответственен за вывод жанра в массы. Из общего у этих двух направлений только жестокие текста про убийство и матюки, в чем в принципе и заключается основная эссенция дрилла. Ведь если упростить, то это просто современный гангстер-рэп.
Помимо вывода жанра в мейнстрим, этот альбом умудрился повлиять на огромное количество нынешних звезд, которые сейчас сами являются законодателями трендов. По сути, вся новая школа и начала формироваться где-то в этом промежутке. На ютубе есть куча роликов про то, как все, кому не лень, признаются в том, что Chief Keef так или иначе оказал на них влияние. И, пожалуй, самая важная деталь — эдлибы. Finally Rich был перегружен эдлибами, многие из которых теперь на постоянной основе используются другими рэперами. И упрекать их в этом просто моветон, потому что так начали делать все. Все вот эти бэнг-бэнг, скэр-скэр и эй после каждой строчки — это все заслуга Сосы. Он был один из первых, кто начал менять вектор хип-хопа в сторону сырой энергии, а не лирики, как это было раньше. В общем, лишь благодаря одному альбому Chief Keef, будучи несовершеннолетним, уже успел закрепить себя в истории хип-хопа и, возможно, в культуре в целом. Мало кто знает, но английское слово thought впервые начал использовать именно Chief Keef. Альбом относительно неплохо продался, особенно учитывая, что музыку в то время потихоньку переставали покупать на физических носителях, но долго на лейбле Chief Keef не продержался. Во-первых, лейбл требовал слишком больших продаж от пластинки, не учитывая, что мир постепенно переходил на стриминги. Они даже сами потом признали, что на тот момент Chief Keef был самым большим интернет-артистом на лейбле. А во-вторых, Interscope просто не могли совладать с Кифом. Он то не появлялся на ТВ-шоу, то не приходил на съемки своих же клипов, параллельно выкладывая фотографии с пушками, после чего все в то время начали так делать. Да и в принципе никак не мог поладить с законом. Остается загадкой, чем они думали, когда подписывали себе мало того, что несовершеннолетнего, так еще и при этом трушного гангстера. По итогу Interscope дропает рэпера с лейбла, и все, его золотая эра подходит к концу. После этого Chief Keef посылает лейбл куда подальше и начинает делать мамбл рэп. Да, люди на тот момент к такому явно не были готовы. Пока Finally Rich продолжал закреплять за собой статус одного из важнейших альбомов десятых, новое творчество рэпера уже не вызывало большого интереса. А зря. Среди фанатов Almighty Soul считается одним из лучших проектов Chief Keef'а. Все благодаря уникальной смеси Чикаго-дрилла с укуренностью и замедленностью клауд-рэпа. А такая смесь произошла потому, что Chief Keef полюбил спрайт. Сами знаете какой. Его слова здесь часто очень сложно разобрать, вследствие чего он на пару с Фьючером оказался одним из законодателей мамбл-рэпа, и люди тогда просто не были готовы к такому звуку. Само название мамбл-рэп явно появилось не из одобрения и позитивной реакции. Все думали, что он продолжит закреплять за собой статус хитмейкера, запишет Love Sosa 2 и станет одним из самых больших рэперов планеты. Но, к счастью, Chief Keef оказался реальным творцом. Вместо того, чтобы пытаться делать музыку, которая будет нравиться всем на свете, пытаться повторить успех его первых взрывных синглов, он оказался достаточно смелым, чтобы каждый раз пробовать что-то новое. Вот не поверите, но его работы правда отличаются друг от друга, и он все еще способен выдавать годные вещи. Просто они перестали быть нацелены на мейнстрим. И вот после того, как его Lean эра закончилась, он решает скачать FL Studio. Мы дошли до основной темы этого ролика, поэтому, господа, добро пожаловать в замок Chief Keef'а. Вот знаете, я не ставлю это своей целью, но на моем канале я почти всегда говорю про альбомы, которые так или иначе что-то изменили. Поделили музыку на до и после. Но Chief Keef на тот момент уже успел это сделать, поэтому здесь он решил записать настолько странный альбом, что место ему где-то на самой окраине музыки. Вы не найдете Back from the Dead 2 в топах, вы не найдете про него ни одного ролика на ютубе, кроме моего, потому что я кончен. Тем не менее, я считаю, что это один из самых уникальных альбомов вообще. И он явно заслуживает того, чтобы хоть кто-то пояснил за его крутость. Давайте по порядку. Chief Keef решает подвинуть своих продюсеров с кресел и самостоятельно побыть битмейкером. По итогу 80% альбома спродюсировано лично им самим. Из-за этого может показаться, что микстейп звучит соответствующе, как странные демки начинающего продюсера. Но пускай это и был первый опыт Chief Keef'а в битмейкинге, он настолько этим загорелся, настолько был уверен в том, что он творит нечто особенное, что у него действительно это получилось. Давайте немного послушаем.
I don't like no niggas, niggas switch is sweet. I got niggas that come through shoot. My watch is so flirty. Take your bitch, I bet he can't. Ща, мудрый бас будет. Скорее всего, у вас сейчас ко мне масса вопросов. Роши, ты действительно посвятил свое видео вот этому? Гениальный битмейкер? Это не Паша Техник? И я тоже полон сомнений, все ли у меня нормально. Но согласитесь, сходу слышно, что вещь звучит очень самобытно и имеет свой ни на что не похожий стиль. При этом здесь даже конкретный жанр подобрать непросто. А если придумать из воздуха, то я назвал бы это Ambient Drill. Нет, серьезно, тут и Chicago Drill, и Cloud Rap, и первые зачатки UK дрилла. А если не душить, то здесь даже своеобразный Dungeon Synth есть. Но вот зато как резко он начал делать Mumble Rap, так же быстро и перестал. Теперь Chief Keef голоден как никогда. Любой другой рэпер неловко бы молчал на таких битах, пока Соса отдается по полной. Вы вообще слышали эти эдлибы? Эти биты — это его территория, он спродюсировал их под себя, из-за чего речитатив будто склеивает все элементы воедино. По сути, все его треки следуют одной и той же структуре, где они последовательно раскрываются, почти в каждом из них есть вот такие паузы. Но сами паттерны настолько странные, что все это звучит дико интересно, и тебе хочется узнать, чем он вообще думал, когда делал это, чем вдохновлялся. Потому что невольно возникает подозрение, что он начал слушать Джеймса Феррара или какого-нибудь Дина Бланта, в чем я даже не знаю, сомневаться мне или нет. Может, это просто из-за того, что плагины звучат как MIDI. Но если бы мне сказали, что этот альбом спродюсировал Джеймс Феррара, я бы поверил. Если что, даже его близкие люди говорят, что никто из них не знает, что вообще в голове у Chief Keef. Да и если посмотреть любое видео с ним, он всегда кажется отстраненным и себе на уме. Потому что гений. Многие из тех, кто послушал этот альбом, называют его шедевром, который получился случайно. А кто-то вообще говорит, что это Throat Mask реплика от мира хип-хопа. И вроде можно понять, откуда все эти домыслы, но в то же время это как будто неуважение к Chief Keef и его таланту. Если вы еще не поняли, у альбома просто потрясающе выверенная эстетика, и он сам по себе цепляет именно общей атмосферой. Атмосферой старых игр, типа какой-нибудь Castlevania. Это сравнение здесь напрашивается больше всего. Каждый трек ощущается как отдельный уровень в каком-нибудь мрачном готическом замке. Только вместо того, чтобы добраться до босса и победить его, ты пытаешься найти выход из этого замка и спастись от гнева здешнего хозяина в лице Чиф Дракулы. Мне кажется, случайно такое не сделаешь. И при всей своей эстетической выверенности, альбом ведь реально сплошной эксперимент. Это вот, знаете, такой радикальный авангард. Самая настоящая музыка 2. Алло. Музыка 2 уже существует? Представляю вашему вниманию вокально-инструментальный ансамбль Музыка 2. Если вам нравится музыка и вы уже давно ждете продолжения, возьмите листок бумаги и записывайте. Коллектив был основан в 2022 году в поселке Большие Коты. Их дискография насчитывает вот уже почти 30 релизов, каждый из которых переворачивает ваши мироощущения и поднимает IQ. Участники ВИА являются дипломированными программистами в области басологии, из-за чего их шлягеры обладают уникальной низкочастотной текстурой. Не так давно они выпустили компиляцию, где каждый творец выложился по полной и подарил нам настоящие шедевры. Только отборный мелодизм и самые лучшие ноты. Не упускайте возможность отправиться в увлекательный мир музыки 2. Охрененно, послушайте мудрую музыку моих друзей. Возвращаемся к авангарду. Мне кажется, что последнее время авангардом называют что попало. Дошло до того, что у нас Playboi Carti — это авангардная музыка. Не спорю, он молодец, что догадался совместить вот эти две вещи, но в этом нет ничего радикально авангардного. Зато Пёрп в очередной раз остался обделен славой. Бедный СГП, реально. Неудивительно, что он теперь такой злой. Человек стоял у истоков половины всех новых направлений в хип-хопе, но все равно сидит у разбитого корыта. И теперь, благодаря тому, что у него стырили вамп-стиль, количество нефоров возросло в 1000 раз. Почему я не могу быть милым нефором? В это же время Chief Keef, как я уже говорил, сделал что-то максимально отстраненное от привычного трэпа.
Нетипичный звук, нетипичные инструменты, совершенно долбанутые и даже сложно выстроенные ударки. Звук выстрелов как перкуссия. И поверх всего этого миллионы длибов с Chief Keef'ом, который будто преследует тебя и сейчас сожрет. Настоящий авангард и аутсайдер хип-хоп. Моя первая реакция на альбом была «Охренеть, как это душно!» И думаю, что многие из вас тоже так подумают, потому что альбом слишком мудрый и немногие поймут. Но при всей своей странности и неприветливости для среднего слушателя, здесь все-таки есть один большой хит. Фанита — это самый трек на свете. Чтоб вы понимали его запредельную кочевость, однажды под него проломили пол. Чтоб вы понимали, насколько этот трек приближен к высокому искусству, однажды его сыграли на живых инструментах. И да, его также спродюсировал Chief Keef. Если что, он здесь по приколу замутил UK Drill Groove за пару лет до того, как он вообще начнет просачиваться в мейнстрим, только сделав его намного интереснее и кочевее, чем весь будущий жанр. Неожиданно для всех, голова Chief Keef'а оказалась полна гениальных идей. На релизе вообще никто не был к такому готов, даже те фанаты, которые сходу приняли Mumble Rap. Back from the Dead 2 и является той самой ключевой вещью, из-за которой становится ясно, что Chief Keef'у на тот момент стало абсолютно насрать на то, что нынче происходит в рэпе. Да и будто бы насрать вообще на все. У него есть ламбо в расцветке Скуби-Ду. Вдумайтесь. Он творец, человек со своими уникальными идеями, который оказался достаточно смел, чтобы воплощать их независимо от реакции людей. Внезапно из мировой звезды он переквалифицируется в нишевого рэпера, которого слушают только самые преданные фанаты. И в этом он обрел свободу. Я просто пытаюсь донести до вас мысль, что Chief Keef не только является одним из самых важных рэперов, так еще и одним из самых необычных. Как битмейкер, Соса в дальнейшем возьмет имя и запишет под ним романтичный поп-рэп-альбом и более минималистичный сиквел Back from the Dead 3, где он не растеряет свой продюсерский почерк, а в чем-то и улучшит его. Я, если что, очень советую эти два альбома, особенно Thought Breaker, который показывает, что даже трушный гангстер может любить. Просто по-своему. Многие думают, что Chief Keef упустил свой шанс стать гигантской звездой. И думаю, что это действительно так, учитывая, что когда на него свалилась огромная слава, ему было всего 16 лет. Сложно было продумать, как ему вообще действовать, при этом ничего не потеряв. Возможно, ему вообще не стоило подписывать контракт с лейблом и просто оставаться независимым. Все вокруг ему так и говорили. Но сейчас это уже не важно. Сейчас Chief Keef находится в максимальном комфорте, не пытается пробиться в большую игру и просто делает, что ему по кайфу. И я думаю, что этот переход и произошел как раз, когда он сделал Back from the Dead 2 и нацелился этим релизом на высокую музыку. Этот альбом — это вызов великим музыкантам прошлого. У мира появился новый Моцарт. Не верите? У Chief Keef'а фамилия Коцарт. Спасибо, что посмотрели. Респект моим бустерам. Инитио, Джум, Михаил Ёшкин Кот, Янбарк 228, Юрий Котеночкин, Иван Якубчик, Этериал Ноктюрн, Андрешка, Аналмастер, Доупир и Илья Филинов. Все остальные также на экране. Большое вам спасибо. Я не знаю, как так выходит, что меня тянет делать видео про сраный рэп. Но что имеем, то имеем. Давайте, ставьте лайки, подписывайтесь, если вы тут новенький. Напишите в комментариях что-нибудь прикольное. А я пошел спать. Все.